Представители знака зодиака Рыбы. Мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Таро расклад на неделю с 5 по 11 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт в событиях ближайшего будущего. Как видят карты этот недельный период. Не совсем большой, но в то же время каждый день бывает в нашей жизни очень важен. Порой за один день мы успеваем сделать едва ли не больше, чем за полгода. Бывает такое? И я думаю, кто-то из вас вот явно с этим со мной согласится. Бывает, когда ситуация очень как убыстряется, или приходят какие-то важные известия, или один вопрос для вас решается, и открываются новые перспективы. Вот что-то подобное, кстати, для вашего знака зодиака в этот период августовский может быть. Поэтому примите к сведению, не будьте небрежными, не будьте где-то на автоматизме. На автоматизме я имею в виду, когда мы не придаем большого значения, как и событиям вокруг нас, когда мы не анализируем обстановку, мы не анализируем, что говорят люди. Вот быть внимательному, это для вас, наверное, август месяц, для вас именно во благо будет. Может быть, вы какие-то для себя наметите новые шаги, вехи или возможности. Итак, мы в нашем традиционном раскладе задаем традиционные вопросы. Первая карта. Что важно знать? Что для вас, по мнению карт, будет приоритетным на эту неделю? Чего не избежать или неожиданности с 5 по 11 августа? Чему сейчас не время? Какие энергии нам расскажут карты? А какие энергии будут помогать вам, мои дорогие? Что вас будет радовать? Какие возможности, может быть? Что скрыто? Может быть, кто-то скрывает, а возможно и вы чего-то не замечаете. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег. И личная жизнь. Что нам расскажут карты? Что же будет важно? А придется хитрить, мои дорогие, правда. Увидеть альтернативные варианты возможностей. Где-то быть... О себе много не рассказывать, быть и вашим, и нашим, пока какая-то обстановка вокруг вас не прояснится, пока, может быть, вы не разберетесь в людях окончательно или не совершите как последний какой-то аккорд. Есть определенная настороженность, карта нам об этом говорит, это все же называется карта вора, хоть это нигде не прописано ни в одной колоде, конкретно вот эта фраза. Но бытует мнение, и значит, плохого не посоветуют. Быть аккуратным паролем аккаунтов, переходя по каким-то ссылкам. Может быть, стоит перепроверить ваши электронные системы расчета, сменить, опять же, пароли. По этой карте будьте внимательны к своим кошелькам, сумочкам и, конечно, кому вы помогаете. Может быть, по этой карте иногда есть такое значение «забрать свое». И у кого-то это может из вас быть как, что важно знать, что вам действительно нужно забрать что-то свое. И если нам не отдают, пусть не в этой колоде, пусть другой, но я так суммирую, потому что в каждой колоде есть свои значения, они разнятся. Так вот, бывает такое, семерка мечей означает забрать свое. Это тот момент, когда нам что-то не хотят отдавать или нами хотят воспользоваться, и у нас ничего не остается другого, как хитрить или забрать каким-то нетривиальным методом то, что принадлежит нам. Сделать это красиво, элегантно, словом, себе не навредить. Что важно знать, мои дорогие. Будьте внимательны, и все то, что я говорила до карт, на этой неделе к вам относится. Неожиданности, победа. Но вот если будете где-то в таких энергиях более продуманно хитрых, тут ведь люди могут манипулировать, понимаете? Вот банально. Могут манипулировать, потому что у каждого свои задачи, у каждого какое-то свое хорошо, и каждому вот это хорошо хочется осуществить. И уже вторично где-то будут думать про вас. И ситуации я не беру даже личная жизнь. Нет, это может быть любая ситуация в вашем окружении, в вашем социуме. И мы не изменим людей. И мы будем с ними продолжать контактировать. Поэтому какую-то новую стратегию, тактику точно стоит отстроить, чтобы не попасть еще раз в просак. А для кого-то из вас это вы подведете итог, потому что вы кому-то помогали, и, может быть, в этот период кто-то не помог вам.
и вы сделаете важные выводы. Так или иначе, какая-то может быть для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, минусовая ситуация, как начальный путь к победе. Потому что вы оставите какие-то прежние методы взаимодействия с людьми или с конкретным человеком, или прежние методы решения вопросов. Вы будете хитрее. Вот в целом так. Потому что у вас путь к победе, неожиданность, у вас победа. И нам говорят, вот эту победу, значит, что-то у вас происходит со знаком плюс. Может быть, известие приходит какое-то. Или как-то удачно складывается та или иная ситуация, у каждого по-своему. Но вы не можете расслабиться. Вам эту победу придется удерживать. И двигаться дальше, понимаете? Себя сохранять. И об этом тоже говорит семерка мечей. Словом, будьте хитрее, мои дорогие рыбы и рыбки. Как будто победа есть, ее надо удержать. И новые победы какие-то. И здесь, но не совсем такой путь, знаете, услан лепестками роз, или он прямой такой, открытый, ровная дорога. Нет, видимо, где-то придется обходными путями тоже идти. Может быть, где так вот широко не пройдешь, придется, проскользнуть бочком. Будьте и к этому готовы тоже. Чему сейчас не время? Надеяться на то, что восторжествует какая-то истина, карта страшного суда. Или о том, что пространство нам как-то поможет. Нет, все-таки помоги себе сам, нам об этом напоминает карта. Не время бездействию. Не время просто какой-то выжидательной позиции, что какой-то вопрос решится сам. Вам придется действительно принимать какое-то решение или делать какие-то выводы. И, скорее всего, с учетом всех этих трех карт. Эти выводы вам просто необходимо сделать. И они будут в каком-то другом ключе. Будут какие-то в вас лично изменения на этой неделе. Именно потому, что либо от новости это будет зависеть, либо от того, что вы сейчас понимаете, если я буду действовать как прежде, я могу потерять какие-то свои приоритеты, свою победу или какие-то свои возможности я могу упустить. Своеобразная перезагрузка может быть на этой неделе, именно потому что вам не хочется себе навредить. Вы, скорее всего, будете очень здраво видеть, что же происходит вокруг вас. Вы еще и интуитивные люди, поэтому для вас на пару шагов вперед, с учетом семерки мечей, будет даже во благо просчитывать какие-то ситуации. Самое главное, не время какому-то стопору. Или думать, что само по себе какое-то там возмездие произойдет. Или, кстати, говорить кому-то: я подам на тебя в суд. Или думать, что за вас закон вступится. Вот здесь немножко такой тонкий нюанс. Не надейтесь на это. По крайней мере, на этой неделе нам говорят, что нет, если будете вот надеяться на какое-то возмездие, это какие-то пустые будут надежды. Помогите себе сам от начала до конца. И первые две карты, посмотрите, карта хитрости, ловкости и вторая карта победы. Нечего добавить. Что же вам помогает? А когда вы очень красиво уйдете от какого-то ненужного прения, соревнования, какого-то конфликта, какой-то не разбери пойми какой ситуации, мои дорогие. Ну вот правда, дзен, посмотрите, нам показывают. А здесь со своими 7 жезлами кто-то пытается нас достать буквально. А мы на что-то не реагируем, потому что это нужно кому-то. Сохраняйте себя. Карта лишь подтверждает все те энергии, которые я сказала. Есть то, на что вы должны обратить внимание, но это только то, что вы для себя определите в приоритет. Если вы будете действовать по шаблону, или если вы включитесь в какой-то конфликт, если вы будете кому-то буквально оказывать помощь, или примете чью-то точку зрения, вы можете навредить себе. Сохраняйте себя, сохраняйте спокойствие. И даже если вокруг вас кто-то сознательно, мои дорогие рыбы и рыбки, выводит на конфликт, или вы на этой неделе поймете, что с вами какой-то конкретный персонаж хитрил, изворачивался, молчите, ничего не говорите ему. Пусть он остается в неведении, пусть он думает, что его метод сработал. Просто уйдите, выйдите, выскользните из этой ситуации красиво, элегантно. И наблюдайте за этим человеком, как он будет действовать дальше. Вам как будто свою интуицию нужно понять дважды на этой неделе, чтобы больше самим себе доверять. И тогда это совершенно по-другому даст вам возможности взаимодействия с людьми. Вот какая-то
я так вижу, может быть, с конкретным человеком ситуация, дело или какое-то взаимодействие, когда вы должны сделать правильные выводы и словно наблюдать за ним со стороны. Вот такая позиция вам помогает. Что скрыто? Королева мечей. Вы сделаете правильные выводы. Вы на пороге новой организации вашей жизни. И здесь может быть в любой сфере жизни, безусловно. Это карта мудрости, принятие правильных решений, и когда мы видим свои возможности, когда мы умеем о себе много не говорить, где-то карта об этом напоминает, все то, что я сейчас сказала, подтверждает, и вы можете взять какое-то совершенно новое направление. Ваша сила будет в том, что вы молчите и никому ничего не рассказываете. Более того, если мы говорим, если кто-то скрывает, и вам-то тоже всей правды не говорят. Поэтому вам придется хитрить. Все то, что я сказала, остается в силе. Мне нечего добавить, мои дорогие рыбы и рыбки. Дела, работа, бизнес, какая-то подвешенная ситуация или зависшая ситуация. Или когда, может быть, у вас период, вы ждете документы. По аркану повешенного самое главное для вас самих определить, что есть период ожидания. Бывает ожидание, как пустые надежды, вот этому тогда не место. Или пустые надежды, что нам сказала старший аркан, карта, точнее, старшего аркана, страшный суд, не время надеяться на возмездие. Мы здесь ничего не прождем, не дождемся, точнее, мы здесь ничего не выиграем, мы только упустим время. Или, если мы согласимся на какую-то ситуацию, мы сами окажемся в тупике. Это всегда подвешенное состояние, когда мы себе не принадлежим. А для вас будет очень важно себе самому принадлежать. И чтобы вы могли осуществить какие-то свои намерения и цели. Если же это ожидание, предположим, вполне реально конкретное, вы ждете готовности документа, подписания, то тогда нам карта говорит, могут быть какие-то задержки. Тогда объективно посмотрите на какую-то возможность. Но больше карта, с учетом всех выпавших уже карт, вам говорит о том, что сам себя не вгони в какой-то тупик. Будь внимателен. Не вгони себя в тупик финансовый, к примеру. Тут ведь старший аркан на всех сферах жизни может говорить. Финансовый тупик, когда ты себя обесточишь, вот буквально, а потом будешь, ну, так думать, как мне выкрутиться в одиночку. Или по личной жизни, согласившись на что-то, взяв какие-то обязательства. И самому, опять же, остаться, ну, один на один с какими-то обстоятельствами, из которых придется выкарабкиваться самому. Будьте внимательны в этом. Или по работе подписать какой-то важный документ, и потом для себя, знаете, вот я бы сказала, с подписями будьте внимательны в этот период. Что вы подписываете, что вы оформляете. Или если есть личные печати, куда вы ставите эти личные печати. Потому что вы, знаете, как себе можете действительно выбирать судьбу. Мои дорогие, будьте хитрее. Ну, вот какая-то неоднозначная ситуация для вас может быть. А для кого-то из вас, я надеюсь, для большинства, это отпуск. Когда у вас сейчас, ну, нет каких-то значимых таких событий, есть какие-то мелкие, может быть, взаимодействия с людьми, когда вам нужно, ну, где-то так красиво обойти тот или иной вопрос. Но для кого-то все-таки может быть что-то более глобальное в эту неделю. Финансы. Королева Пентаклей. Тут может быть конкретно человек, который рожден под знаком зодиака. Стихия Земли. Это у нас Телец, Дева, Козерог. И тогда это могут быть как приход денег или помощь от этого конкретно человека. Вообще королева Пентаклей это та, которая умеет из хаоса, из ничего, из какого-то нуля построить процветающий райский сад, поэтому для кого-то из вас эта карта говорит, будь и ты в таких энергиях, для тебя важно твое намерение, твои цели, у тебя все получится, и даже если у тебя сейчас какая-то патово сложная ситуация, оттолкнись от того, что ты хочешь осуществить. Твоя задача в том, что ты должен наметить какие-то новые методы. Именно методы, ведь это методика, по сути дела, достижения богатства, изобилия, процветания. И здесь по части финансов для вас какая-то новая стратегия. Это в целом. Хотя сам по себе период по финансам, деньги есть, деньги будут. Но с ними нужно, мои дорогие, взаимодействовать правильно. Иначе вот 7 мечей. Сохранять себя,
сохранять все то, что, если мы говорим, деньги – это один из очень важных ресурсов или способов взаимодействия с миром, смотря какие вы задачи перед собой поставили. Может быть, осуществить какую-то поездку далекую или даже переезд, и поэтому обесточить вы себя тоже не можете. Ну вот продумайте этот тонкий нюанс, потому что у каждого свои задачи. В личной жизни не совсем карта мага, мои дорогие рыбы и рыбки. Карта мага подтверждает все то, что я до этого сказала. Но это не совсем, знаете, про нежность, ласку, про какую-то эмпатию даже. Это про более такое продуманное, тонко хитрое взаимодействие с людьми. Ну, манипулятор, маг, ну куда мы от этого уйдем? И мы с этого, в общем-то, с вами начали. Поэтому мне нечего добавить. Как-то переложите карту вот эту необычайных возможностей на свою стратегию жизненную или то, что у вас происходит на этой неделе. Вам подвластно все. Но каким способом вы будете действовать, что вы примете как данность, чем вы воспользуетесь, какие выводы, мои дорогие, вы сделаете. Да, вот этот дзен, не включение в какие-то ненужные конфликты или в те дела, которые вас, кстати, потом вгонят вот в это подвешенное, зависимое состояние. И здесь просьба учесть. Маг, он должен быть независимым, помните. Для него зависимость от кого-то – это недопустимое первое правило. И где-то можно расценивать это как карту совет. И пусть это не совсем о личной жизни. Я так думаю, для большинства из вас, какая была у вас, предположим, ситуация на предыдущей неделе в личной жизни, вряд ли будут какие-то перемены. Здесь на кону что-то более важное, может быть, дела, работа, бизнес или ваши планы на дальнейший период жизни, и вам нужно что-то решать. Поэтому, мои дорогие рыбы и рыбки, я вас люблю. И вы, пожалуйста, переложите все эти карты на то, что вы хотите осуществить. И будьте счастливы, будьте любимы всегда. Пусть у вас все получится.